Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова за последнюю неделю. Сотрудники антикоррупционного комитета совместно с Министерством культуры запретили въезд на территорию Российской Федерации известному певцу Валерию Меладзе и Кристине Орбакайте, которые хотели поправить свое финансовое положение с помощью концертов на территории России. Хорошо известно, что после запрета данных артистов на территории России финансовое положение Валерия Меладзе и Кристины Орбакайте резко ухудшилось. Валерий Меладзе находится без работы, а Кристина Орбакайте вынуждена выступать в барах и кафе в Соединенных Штатах Америки. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков подчеркнул, что обратного пути данным артистам больше нет. Цитата: «Человек, предавший единожды, обязательно предаст и в следующий раз», жестко заявил Никита Михалков. Известная певица Вика Цыганова и члены антикоррупционного комитета Владимир Винокур, Юрий Антонов и Вячеслав Добрынин отправились на Донбасс для поддерживающего музыкального концерта, встречи с местными жителями и участниками спецоперации. Сотрудники антикоррупционного комитета будут находиться в данном населенном пункте несколько дней, вручать денежные премии и ценные подарки особо отличившимся участникам спецоперации. Печальная новость поступила о известной советской и российской певице Эдите Пьеха. Эдита Станиславовна Пьеха, которая 31 июля текущего года должна отметить свой 87-й день рождения, накануне оказалась в больнице Санкт-Петербурга с подозрением на обширный инфаркт. Состояние певицы крайне тяжелое. Отметим, что это уже вторая госпитализация известной певицы за последний год. Сотрудники антикоррупционного комитета выразили глубокий протест и начали ответные действия по поводу ареста главы Организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никиты Сергеевича Михалкова, которое произошло вчера вечером. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает, что арест Никиты Михалкова был организован врагами и недоброжелателями антикоррупционного комитета во главе с высшими эшелонами власти, в частности пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего, который совсем недавно был выпущен на свободу по приказу президента Российской Федерации. По словам заместителя антикоррупционного комитета известного актера Александра Домогарова, временный арест Никиты Михалкова – это своеобразная месть со стороны пресс-секретаря, который таким образом отомстил Никите Сергеевичу за свой собственный арест и арест своей супруги Татьяны Навки, которая до сих пор находится в женском изоляторе города Москвы по обвинению в получении денежных взяток и злоупотреблением своими полномочиями. Сначала в квартире Никиты Михалкова прошли обыски, а потом службы ФСБ организовали арест главы антикоррупционного комитета. Однако Никита Сергеевич Михалков под стражей находился ровно одни сутки. В дело вмешались Александр Домогаров, министр обороны Андрей Белоусов и товарищ Бастрыкин, а также другие сотрудники антикоррупционного комитета. И Никита Сергеевич вновь оказался на свободе. Однако сотрудники Организации по борьбе с преступностью и коррупцией отомстили за своего руководителя и нанесли ответный удар. Сегодня утром были арестованы 6 депутатов Государственной Думы, а арест для супруги пресс-секретаря Татьяны Навки был увеличен на полгода. Надо отметить, что на данный момент в следственных изоляторах города Москвы и Санкт-Петербурга находится много публичных личностей, 54 депутата Госдумы, которые обвиняются в превышении своих полномочий, семья Ксении Собчак, Татьяна Навка, Елена Малышева и многие другие. Помимо этого, своего приговора за тяжкие деяния ждет практически вся семья бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Его зять Алексей Столяров
дочь Ксения Шойгу, а также сам Сергей Шойгу совсем недавно вновь был привлечен к уголовной ответственности за финансовое мошенничество в особо крупном размере и получение денежных взяток, а также поставку некачественного оборудования в зону спецоперации. К слову сказать, что на данный момент под стражей во Франции находится и дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета, которая отбывает крупный уголовный срок, тюремное наказание сроком 12,5 лет лишения свободы. Известной телеведущей Татьяне Лазаревой грозит 7 лет лишения свободы на территории Российской Федерации. Известную телеведущую обвиняют по статье 202 УК Российской Федерации за распространение фейков о спецоперации. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса. Несколько часов назад в районе города Волгограда потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находился известный российский певец, брат певца Юлиана по имени Сергей вместе с супругой. Крушение произошло в результате отказа двигателя самолета. К сожалению, пассажиры и члены экипажа погибли. Еще одна трагедия разыгралась несколько дней назад в городе Москва. При таинственных и загадочных обстоятельствах выпал с 5-го этажа центральной гостиницы известный российский оперный певец Сергей Чумаков. Трагедия произошла после музыкального концерта артиста. В организме певца следов алкоголя не было обнаружено. Также отсутствуют признаки насильственной смерти. Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадации или задержания обвиняемой на территории Российской Федерации. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает, что перед тем, как следствие вышло с ходатайством в суд, Юлии Навальной было предъявлено обвинение. Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск, отмечается в сообщении. Отметим, что Юлия Навальная – вдова одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. 16 февраля он умер в исправительной колонии «Полярный Волк». Юлия Навальная уехала из России в феврале 2021 года после ареста мужа. После его смерти Юлия Навальная занялась политической деятельностью. Известную российскую актрису Яну Троянову объявили инагентом и возбудили уголовное дело по статье за распространение особо опасных фейков о спецоперации и российской власти. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.